Итак, солнечная панель на дом. Мощность 280 Вт, 10,5 ампер, максимально 46 вольт. Вот у меня от нее идет провод. И провод заходит в контроллер. Сейчас показывает 40 вольт, 41, 5,7 ампер. Вот. Ну, как говорится, еще не лето. Вот, а за счет таких вот два аккумулятора подключены параллельно. Мощность аккумулятора вот 500 пускового тока и 62 ампер часа. Ну, вместе, понятное дело, получается 124. Вот такой вот инвертор, нечистый синус. И все равно он достаточно мощное оборудование запускает. Сейчас покажу какое. Наберитесь терпения. Вот. Провода желательно использовать везде вот такие. 4 или 6. Вот, но я пока так. Именно от этой панели. Так, в основном работаю по улице, то в курятник. Там запитываю освещение. Ну, такое по минималке. В общем, что скажу. Вот такой инвертор. 350 ватт постоянных может давать. Вот вы... Это рабочий вот такой вот. Можно прям сутками не выключать. 500 уже начинает греться. И сильно причем начинает греться. Поэтому 350 это потолок. Ну, чем меньше, тем лучше, конечно. Киловатт. Киловатт потянет. Даже больше, чем киловатт потянет, запустит. Давайте сейчас начнем с лобзика. Вот мы запускаем. Заряд хорошо идет. Несмотря на то, что не весь потенциал как бы. Но мы сейчас берем лобзик. Вот, чтобы не было вопросов. Он запитан в инвертор. И поехали. Ну, работать можно им смело. Значит, что еще вам хочу показать. Здесь все написано. Что, сколько, куда. 2 USB входа есть. Даже если вы его вот так выключаете, он будет вам заряжать телефоны, планшеты, что вам там надо. И если вы его так выключаете, он все равно аккумулятор заряжает. Это просто вы индикацию смотрите. Вот. То, что тут написано 30 ампер, сюда не смотрите. Важно, когда вы подключаете солнечную панель, или когда только аккумуляторы подключаете, их, кстати, надо первыми подключать, оно сразу на мониторе пишет, что 30 ампер, потому что здесь могут дурить. Вот. Здесь нарисовано, куда что подключать. Всегда включайте сначала аккумулятор, потом панель. Потом выключаем панель и потом аккумулятор. Я вам потом покажу, который у меня идет на дом оборудование, потому что это так, для улицы, еще раз говорю, для курятника и для таких вот различных моментов, там сарая, улицу подсветить. Вот. Что касаемо инвертора, я доволен им. Это проверенная модель, и я уже пользуюсь им не первый год, и у меня таких много. Вот, вот такую солнечную панель можно купить за 35 евро, если покупать 6 штук сразу, вы за штуку платите как бы по 35. Если отдельно, то 50 евро за штуку, потому что редко кто хочет поштучно продавать. Это мало кому интересно, но все же такое наше нелегкое время встречается. Так, кто-то писал, как ты закрепил. Да обычный УД профиль, блин, присверлился вон к балке насквозь. Ну, болты прошли насквозь. Вот тут можно видеть. Вот тут вот болтики видно на УД профиле. Это саму панель прикрепил, а уже УД профиль просверлил насквозь шифер, крышу и закрутился в балку. Сейчас на другой панели поближе покажу. Вот по такому типу, как здесь. Вот болтик идет. Вот болт идет. А сам профиль уже к крыше прикрепил. Ну, то есть здесь есть перфорированные отверстия. Вот, можно наблюдать. Вот здесь вот есть. И тут вы уже крепитесь, как вам угодно. Такая панель 450 ватт. То, что у меня идет в дом. Ну, мы сегодня не про нее. Хотя в конце видео расскажу что-то интересное и про ее стоимость и мощности. Давайте здесь закончим
Так, давайте я, наверное, перфоратор подключу. Кстати, чисто аккумуляторы вот такое тянуть не будут, потому что, давайте я вам покажу, какая здесь мощность. Так, ну, 1700 ватт. Итак, поехали. Запускаем. Вот, инвертор запустили. Перфоратор вот такой вот работает, отбойник. Как вы думаете, потянет солнечная панель что-то еще помощней? Чисто без панели эти аккумуляторы не вывезут, они слабенькие. И я сразу скажу, это проверенная фирма, 1500 гривен такой аккумулятор стоит. Так, здесь не полноценная мощность, то что написано, в них такой мощности нет на самом деле. Ну, какие деньги, такая мощность. Я еще как бы дрель такую вот мощную 900 ватт использую и замешиваю раствор. Ну, все же приятно. Шаровая энергия, кто-то писал там, а ты счетчик подключи, посмотри, сколько ты в день можешь добыть, когда это все купит. Вот. Ну, это берется все для удобства, а не для окупаемости. Когда света нет по 10 часов, это очень даже спасает. И если ты еще сельской занимаешься промышленностью, там птички, вот такой вот, выращиваешь в сараях елки, различные всякие еще не окрепшие растения, которым нужно тепло и свет постоянно, это очень спасает и помогает экономить, потому что от этого экономок может кучу работать очень долго. Мне потребление хватает таких вот 2 аккумулятора на часов 10. Это с учетом того, что 80 ватт потребляю. Ну, так нельзя делать, конечно, нужно их разряжать максимум, ну, там, 11,7, 11,8. Ну, так, часов 8 будет гонять при таких раскладах. Вот, а уже когда утро, уже все заряжается от солнечной панели. Вот, очень выгодная панель. И недорогая, и на балконе может вместиться. И крепится легко, и не тяжелая. Вот град по ней шел. Все клево. Зимой, ну, как видите, не побило зимой. Град не побил зимой. Когда вы заряжаете аккумулятор, она немножко греется, и на ней снег тает. И что дает возможность заряжать. Я уже все на канале видео снимал, что зимой, когда хмурая, вот сейчас видите, четкая погода, солнце уже уходит. Но зимою, когда совсем хмурое небо и солнца не видно, ну, где-то 1 ампер это максимум, что вы с нее сможете вытащить. А летом 10,5 ампера на своих дает. Ну, уже аккумулятор, когда заряжается, снижается ампеража здесь. Кто-то говорил, блин, на аккумуляторе такую мощность давать нельзя. Это не на аккумуляторе. Вот на аккумуляторе мощность идет. Вот заряжается батарея. Это от самой солнечной панели идет. Вот. Можно также на 24 вольта через этот контроллер соединяться. Но у вас должен быть подходящий инвертор. Все это бюджетный вариант, оно стоит копейки. Вот такой контроллер от 400 гривен там, до 1000. Этот от 1500 инвертор до 3500. Все зависит от магазинов. Мне этот инвертор нравится тем, что он охлаждается активно. Вы его вот включили, он активно охлаждает. Вот 15 вольт максимум на него можно нагрузить. Вот. Он уходит в защиту в случае, там, если что-то вы мощное включили, чтобы не было перегрева. Также он защищает ваше оборудование. Ну, вообще, за такие деньги, я не знаю, я доволен. Вы можете посмотреть у меня, как я вот инкубатор запускаю, бесперебойники, все это заряжаю, ноутбуки, компьютеры, то есть как у меня все функционировало. Прошлый год, позапрошлый год, позапрошлый год. То есть я в этой теме уже 3 года и как бы очень доволен. Я ничего не рекламирую, но показываю лишь тот опыт, который я прошел, и те фирмы, которые я приобрел. Аккумуляторов различных кислотно-свинцовых. Я сейчас буду вообще на литий переходить. Вот. Поэтому я пока делюсь таким опытом. Потом просто
эти аккумуляторы уйдут другим счастливым владельцам автомобилей и так далее. Ну, я как бы уже на другой уровень немножко выхожу. Вот, давайте перейдем к другой солнечной панели. Вот этой. Мощность ее 450 ватт, 15,5 ампер и 56 вольт это максимум. Значит, смотрите. Такая стоит 100-110 евро. Но это если за поштучно, чтобы вам отправили почтой. А если не поштучно, тоже 6 штук брать. Я находил сайты, где за 80 евро это можно купить. Это было давненько, поэтому не знаю как. Смотрите, ищите. Вот, если вдруг вам интересно какое-то там более профессиональное мнение, у меня есть бесплатный телеграм-канал, где абсолютно бесплатная подписка. Вы можете туда пойти и задать вопрос мастеру и абсолютно бесплатный совет получить, где шо как. Там такие люди все, мы собираемся, кто более опытный в этом деле, кто менее, все делимся своим опытом и помогаем друг другу в это нелегкое время. Вот, доверяйте, но проверяйте. Единственное, не нарушаем правила сообщества. Не ругаемся там матом, не флудим и не обсуждаем политику и религию. Ну вот от этой панели, которая на 450 ватт идет, такой контроллер на 40 ампер. Уже тут предварительно автоматы защиты стоят. 2 на аккумулятор и 2 на солнечную панель. Ну тут аккумуляторы. Вот, идет заряд. Заряжен на максимум, вот. И как бы у меня есть на канале много различных вариантов по бесперебойникам, по гибридным станциям. А также я буду показывать скоро 3-киловаттную станцию с солнечных панелей. Поэтому подписывайтесь на канал, у меня много полезной информации. Вот. Ну а здесь все подключено. Показано, как подключать. Сюда инвертор, где лампочка. Если вы ничего не поняли в видео, как что подключено, хотя я сейчас еще раз покажу, что да как, чтобы было более понятней. И по такой схеме действуйте. Если вдруг вы задумали выключить солнечную панель, то вы сначала вот выключаете солнечную панель, а потом АКБ. Если вам надо АКБ включить, сначала включайте АКБ, потом панель. Не наоборот, иначе вы спалите ваш контроллер. Контроллер должен находиться под нагрузкой. Вот от контроллера идут провода на аккумулятор. Вот, к примеру, инвертор. Такой же, как у меня на улице стоит сейчас. Вот на аккумулятор висит инвертор. Да? И между ними вы вешаете крокодилы. Если у вас инвертор на 24 вольта, ну, логично, да, вы последовательно подключаете. Но у меня параллельно, потому что я увеличиваю ампер-часы. То есть мне не вольтаж важен, ну, в общем, для что-то мощного у меня стоит генератор, для чего-то менее у меня аккумуляторы, и таких аккумуляторов у меня десяток. Вот. Спасибо за просмотр, поставьте этому видео лайк, я очень старался. Спасибо.